Очередная маленькая коробочка с карточной игрой, которая будет отличаться своими механиками, несмотря на то, что все это игра на взятки. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekpedia, на столе у меня сегодня Sears Catalog, и это игра на взятки, вернее ее конкретный подвид, Ladder Climbing, так называемая, которая я называю игра на повышение. В этой игре, основанной на сюжете игры One Night Ultimate Werewolf, вы будете как раз тем самым провидцем, который пытается тренироваться и готовиться к полнолунию, чтобы оборотни его не сожрали. В качестве провидца вы будете листать каталог с различными товарами, важными для охоты на оборотней и полезными для провидцев, и отсеивать товары, которые вам не нужны, стараясь оставить себе самые полезные. В этой игре каждый игрок получит себе набор карт, вот с такими рубашечками. Это стандартные классические карты разных мастей. Количество мастей в игре будет зависеть от количества игроков, и они с номиналом от 2 до 13. Каждая игра на взятки должна выделяться из огромного ряда этих игр, которые по трендам сейчас выходят в больших количествах, в том числе на русском языке, и поэтому в ней должны быть свои фишечки. И фишечки этой игры будут вот в таких вот черных картах. Ну и вот в таких вот. Во-первых, каждый игрок получит себе по одному джокеру, и эту карту можно использовать как любую в любой комбинации, про которую мы поговорим немножко позже. А во-вторых, они получат себе такие вот карты артефактов. Вообще хотел бы отметить, что все карты в игре с уникальными иллюстрациями и уникальными приписочками. У каждой есть свое название, какая-то небольшая шутеечка или текстик, описывающий, что это такое. Но вот эти карты абсолютно специфические, потому что у этих карт будут свои особые способности. Например, вот это говорит о том, что вы, независимо от того, кто выиграл предыдущую взятку, будете ходить первым. А вот это будет говорить о том, что кто карту с этой взяткой взял, тот получит минус 2 очка. Но это достаточно стандартная штука, бывает она в разных играх. Ну, например, вот это позволит сбрасывать карты, вот это будет вам давать победные очки, даже если вы, соответственно, оставили себя на руках, когда это запрещено. Это может поменять номинал карты, это будет говорить вам о том, что вы ходите первыми. Она обязательно в каждой партии. Вот это говорит о том, что вы можете сходить еще раз после того, как сыграли. А вот это добавит плюс половиночку к той карте, которая была сыграна до этого. И это еще не все карты, которые есть в этой игре. Там в коробочке остались еще. Каждую партию у вас будет разное количество, зависит от количества игроков, плюс разный состав этих карт. И при этом каждый игрок в начале игры получит себе 2 такие карточки. И в начале каждого раунда он будет также получать себе 2 такие карточки. И это могут быть абсолютно другие карты, не те, которые он использовал в первом раунде. Что же мы в этой игре делаем? В этой игре первым ходит тот, у кого попалась карточка артефакта «Ходи первым». Это такая специальная перчатка. И мы смотрим, допустим, она у меня была бы. Я смотрю свои карты и имею право зайти либо одной любой картой, даже некоторые артефакты могут быть сыграны как одна любая карта, либо могу сыграть так называемые наборы карт. Их сплавы. И сплавы бывают 2 типов. Первый тип сплава — это одинаковые карты разных мастей. Например, 2 девятки. Или я могу сыграть 3 девятки. В этом случае следующий за мной игрок должен перебить этот сплав, разыграв столько же карт, но только большего номинала. То есть, например, 3 десятки. Или 3-11, или сразу 3-13, чтобы его никто не перебил. Когда все игроки остальные спасуют, кроме одного, этот игрок положит все это дело в бита и будет ходить по новой, тем самым начиная новый заход. Второй вид сплава — это последовательности. Последовательности могут идти только в одной масти, то есть, например, 10-11 желтых. И другой игрок должен меня перебить также последовательностью, не обязательно этой же масти, но старшая карта его должна быть старше карты моей. И он, например, мог бы перебить меня, ну, например, сыграв 11-12 зеленых. Теперь следующему игроку нужно перебивать 11-12 зеленого. Другой мастью может без проблем, то есть можно было сыграть 12-13, например, бирюзового. И он бы тогда пошел бы, этот бы сказал пас, я бы сказал пас, он бы сказал пас, это ушло бы в бита, и этот игрок бы ходил. Для чего мы все это делаем? Все мы это делаем для того, что нам нужно оставить как можно меньше карт на руках. И для этого мы будем хитро разыгрывать последовательности, иногда пропускать ходы. Важный момент в том, что вы, если видите, что вам невыгодно в данный конкретный момент разбивать какую-то свою комбинацию для того, чтобы в следующий ход ее разыграть или потом ее разыграть, перебить ей и начать ходить раз, два, три, 4 друг за другом, то вы можете этого не делать. За исключением одного момента. Когда на руке у вас остается меньше 6 карт, то есть, например, вот 5, вы переворачиваете этот жетон на другую сторону. И на нем написано, что вы больше не имеете права пасовать, если вы можете сыграть. Это включает в себя розыгрыш возможного джокера. То есть, если бы у вас на руках был джокер, вы
также должны были бы разыгрывать себе в комбинацию. Если вы могли побить, вы обязаны бить. В итоге раунд закончится тогда, когда у одного из игроков на руках не останется карт совсем. Все остальные игроки делают следующее. У кого жетончик перевернутый, у кого карт меньше, соответственно, меньше 6, он возьмет свои 5 карт. Самая меньшая карта среди них даст ему победные очки в плюс, то есть 2. А потом за каждую карту, которая у него есть на руках, он отнимет одно. И тем самым, конечно, игрок может уйти в минус. То есть в данном случае он получил бы всего минус 3 очка. И это, в принципе, еще неплохо отделалось, потому что вот игрок с таким большим количеством карт получил бы себе, да еще и 6+, просто минус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 очков. Если у вас жетончик не перевернутый, у вас, соответственно, больше 10 карт, то это проблема. Причем каждый артефакт, который у вас остается на руке, он является нулем. То есть в данном случае, вот в таком вот, у вас было бы 0, минус 5, итого минус 5. Таким образом, мы играем 4 раунда, пытаясь нахитрить на классической системе ледер-клаймбинга, но при этом с плюшечками от карт артефактов и джокеров. И игра получается достаточно азартная за счет того, что вы вроде как после первого раунда уже знаете, у кого какие способности вот на этих картах есть, знаете, что там могут сделать другие игроки, но не всегда знаете, в какой момент они это сделают. И тот, кто окажется всех хитрее, тот и победит, конечно же, в игре. Интересная система подсчета очков, интересная штука с артефактами и, конечно же, очень крутое оформление, потому что, я говорю, все предметы уникальные и все они сделаны с какой-то плюшечкой, там даже есть отсылки к другим картам издателя Bezier Games. Так что, если хотите себе еще одну игру на взятки, а конкретно игру на повышение, в которой можно играть одновременно до 5 игроков и при этом не будет своя плюшечка, фишечка в виде отдельных карт, у которых даже рубашки другого цвета, то можете попробовать Sears Catalog, и если вы фанат этого жанра, вам понравится. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!